Ты точно где-нибудь видел вот такие антуражные локации. Такой вот кадрик тебе знаком. Или вот. Или вот это вот ты 100% видел. Все эти локации, я уверен, выдуманные. Да, не удивляйтесь. Трущобы домов в Призраке, Гига-хрущевка из Самосбора, Мир Ульи из Вархаммера и даже Блейм Драхидора и Домик от Миядзаки. Я всегда считал, что это целиком и полностью фантазия авторов. Да, конечно, где-нибудь существовали такие прообразы. У нас местами вообще очень странные домики попадаются. Где-нибудь были своеобразные одиночные постройки, 2-3-этажные строения. Но они не вызывали какого-то прям шока. Мало ли какие любители собирать шалаши существуют. А уж грязные улочки и подворотни есть везде. На этом видео можно закончить, а я пойду заниматься ребрендингом канала. Вам посылка для Дима Манигер? Что за уебищное имя? Кепка у тебя уебищная. Говнюк. Я так считал, пока не наткнулся на странное письмо и не загуглил то, что в нем написано. Многочисленные, высокие, узкие многоэтажные дома были плотно прижаты друг к другу. Настолько плотно, что все это вместе казалось одной массивной структурой. Частично архитектурой, частично организмом. Было мало единообразия в форме, высоте или строительном материале. Чугунные балконы кренились над кирпичными пристройками и бетонными стенами. Провода и кабели покрывали каждую поверхность, шли вертикально от уровня земли до лесов телевизионных антенн на крышах или тянулись горизонтально, как бесчисленные рулоны темной бечевки, которая, казалось, почти связывала здания вместе. Город Коулун, также известный как Коулунская крепость, был уникальным и необычным местом в истории не только Гонконга, но и всего мира. Это был самый густонаселенный и хаотичный мегадом, где люди буквально жили друг на друге и не видели солнечного света. Жизнь в нем могла показаться адом, при этом численность города на протяжении десятилетий только росла. Рассмотрим же историю его создания. Как люди выживали внутри этой крепости, узнаем события, из-за которых он стал главным центром мафиозных группировок, и поймем, как такое феноменальное строение повлияло на всю медиакультуру. А Киберпанк должен сказать особенное спасибо этому реально существовавшему чуду без света. Обещаю, будет очень интересно. Не люблю рассказывать территориальные приколы и где кому какая земля отходила, кто у кого чего отжал и так далее, но в случае с Коулуном ситуация действительно интересная. Этот райончик, а его буквально можно назвать райончиком, конечно же не всегда выглядел как адский человейник. Все началось с британцев, а точнее с войны между Китаем и Британией. Китаю очень сильно не нравилось, что Британия занимается продажей опиума через гонконгские морские порты его же жителям. И чтобы жители Китая не превратились в кучку обдолбанных зомби, все британские дельцы, их товары и корабли в январе 1840 года были удалены с территории Гонконга, который в то время был главным судоходным центром Китая. И, насколько я знаю, остается им и по сей день. В каких-то исторических моментиках я могу ошибаться, но думаю, самые умные и образованные историки в комментариях меня, конечно же, поправят. В Лондоне, попивая свой вонючий зеленый чай с молоком, ростбифы поняли, что пить его больше не смогут, и расценили закрытие китайского рынка со стороны Китая благоприятным поводом для начала войны с этим самым Китаем. Ну и именно поэтому данная война называется опиумной, потому что мощное лобби торговцев опиума и сподвигло Британию развязать конфликт, потому что кому еще продавать этот опиум, кроме как китайцам, да? Да. Так вот, за 2 года военных действий Китай войну позорно проиграл. А потом проиграл еще раз, но давайте я не буду глубоко в это лезть. Потому что так можно очень долго мусолить, кто куда кому в какое место, в сухом остатке. Получилось так, что Британия сделала Гонконг своей колонией.
Но сегодня-то мы знаем Гонконг как огромный такой полуостров, а тогда Гонконгом назывался лишь небольшой островок. Именно его и отжали британцы. А вот как раз через дорогу, точнее прямо напротив острова Гонконг, все это время стояла территория с гарнизоном, которая выполняла функцию защиты территории Китая от пиратов. И форпост этот был построен еще в 1668 году. Можно сказать, изначально это была такая супер простенькая военная база. Так вот, после Второй опиумной войны, после кучки разных договоров и всяких бюрократических неразберих, китайские власти решили укрепить форт. Территория эта, кстати, и называлась Коулун. В 1847 году Коулун получил оборонительные стены, которые и стали границами будущего небольшого городка, где жили китайские чиновники. Форт немного модернизировался, и ребятки оттуда наблюдали и пытались контролировать продажу опиума, с которого, собственно, все и началось. Прошли десятилетия, и уже в 1898 между кунг-фуистами и чаяхлебами была подписана так называемая Конвенция о расширении территории Гонконга, которая подразумевала, что весь полуостров отойдет Великобритании на 99 лет. И на тот момент британцам казалось, что 99 лет, да это ж практически то же самое, что навсегда. Гонконг начал расширяться. Территория, на которой стоял этот маленький форпостик, тоже стала частью Гонконга, который арендовали британцы. Но после всех бюрократических неразберих, исторических нюансов и просто хитрых строчек маленьким шрифтом с носочкой в документах от китайцев, этот маленький участок форпоста остался в правовом поле Китая. По документам, эта маленькая крепость, обнесенная стеной, должна была стать своеобразным посольством, из которого Китай мог бы поглядывать за тем, как англичане хозяйничают в Гонконге и не нарушают ли условия договора аренды, и не занимаются ли они там все еще продажей опиума. Спойлер, занимаются. Повторюсь, этот маленький центральный райончик, окруженный стеной, остался под контролем Китая, когда вся территория Гонконга вокруг, по сути, была арендованной колонией британцев. В форте Коулун к этому времени проживало около 700 человек, которые и выполняли функцию смотрящих. А дальше начинается еще более интересная вещь. Проходили года, еще десятилетия. И тут бахнула Вторая мировая. И Гонконг уже решили захватить японцы. Как будто весь мир на этом Гонконге сошелся. И форт Коулуна, огражденный охуительной стеной, попал под раздачу самый первый. Точнее, его стена, которая уж очень японцам понравилась. Они решили проапгрейдить местный аэропорт Кайтак. Им там не хватало строительного материала, и они не придумали ничего лучше, чем разобрать всю эту крутецкую стену, оставив Коулун, грубо говоря, без забора. Причем не только стену они снесли, они еще прогнали оттуда всех китайских чиновников, оставив Коулун голым и пустым. И вот война закончилась. Гонконг все еще арендуют британцы. Все чиновники, которые все это время заправляли в Коулуне, выгнаны. А сама территория по итогам оказалась свободной, хотя и принадлежала Китаю. У Китая проблем до жопы. Он плюнул на эту территорию и никаких новых людей в Коулун высылать не стал. А британцы, чтобы не начинать новый конфликт, условия договора соблюдали, так как полагали, что это хитрый план китайцев, чтобы обвинить их в несоблюдении договора аренды и отжать обратно Гонконг. И отчасти-то они были правы, но только отчасти. Про это я расскажу потом. И получается такая ситуация, что Китаю какой-то клочок земли нафиг не сдался, но по бумагам Коулун принадлежит ему. А Британия перезаключать свой же договор не может, потому что он был выгоден ей же. Да и этот вопрос она мусолить не хотела. Поэтому продолжала, руками жителей Гонконга, естественно, снабжать Коулун электричеством, водой, едой, занималась вывозом мусора, не имела права хоть как-то контролировать эту территорию и, не обращала на него внимания. И вот тут-то началось. После войны беженцы хлынули на юг, на полуостров Коулун. Единственным следом старого города была заброшенная резиденция дома Мандарина. Тем не менее, люди почти инстинктивно тянулись к этому грубому прямоугольнику земли. Возможно, это был фэн-шуй. Город-крепость изначально был заложен в соответствии с древними принципами китайской философии, лицом на юг и видом на воду, с холмами и горами на севере. Считалось, что это идеальное расположение приносило гармонию всем жителям. Коулун, по сути, оказался ничейный, то есть буквально свободный участок земли на очень своеобразной территории двух разных хозяев.
Кстати, иероглифы, обозначающие Коолун, можно прочитать как 9 драконов. И драконы оказались очень любезны и гостеприимны ко всем новеньким жильцам города. И он начал активно расти. Налогов там никаких не было, законов тоже, электричество и вода есть, хавку британцы через защитные волонтерские организации подвозят. И это своеобразное райское место начало привлекать сюда людей абсолютно разных мастей. Кто-то скрывался от властей, кого-то выгнали из дома, кто-то хотел бесплатное жилье, кто-то открывал свой легальный бизнес, кто-то открывал свой нелегальный бизнес, кому-то было просто по кайфу жить в вечно бесплатной тусе. То есть со всего Гонконга, да и не только с него, народ туда пер по абсолютно разным причинам. В какой-то момент в Коолуне стали открываться стоматологические кабинеты, потому что открываться в других местах, достаточно затратно. Тебе нужны всякие разрешения, да и налоги огромные. А в Коолуне, во-первых, услуга по выдергиванию зубов становилась востребованнее, потому что она стоила дешевле, а во-вторых, никаких тебе государственных контролирующих органов и всяких проверок. Ты мог быть даже врачом-самоучкой. Красота. Так вот, такой логики придерживались абсолютно все серьезные дяди. Все легальные схемы, но с большими налогами, все нелегальные схемы, которые вы можете себе вообразить, воплощались в Коолуне. Запрещенные вещества, бордели, продажи органов, подделка документов, уход от уплаты налогов, продажа и покупка рабов – все можно было делать в Коолуне. И со временем вокруг всех сфер бизнеса образовались защитные банды, а точнее китайская мафия, так называемые триады. Именно триады первое время выступали настоящей властью в Коолуне. Более того, именно из Коолуна шло управление всей организованной преступностью в Гонконге. То есть Коолун был таким своеобразным центрищем всемирного зла. И отбитый народ туда просто пер, сломя голову. Население, естественно, начало быстро расти. Народа становилось дико много. Коолун, как и любой город, требовал увеличения жилплощади. И хоть стены уже забытого форпоста были снесены, но территория-то по бумагам все еще была разграничена. Шаг за линию, и ты уже британский диссидент на территории Гонконга. Поэтому новые домики, пристройки, квартирки начали образовываться между старыми домами. А вот когда вся возможная территория среди домиков закончилась, Коолун начали достраивать в высоту. Двигаясь глубже, длинные коридоры предлагали заглянуть в заполненные дымом комнаты. Непрекращающийся стук плиток маджонга эхом отдавался по стенам. Игровые залы выстроились рядом с стрип-клубами и порнографическими кинотеатрами. Проститутки домогались в темноте, уводя клиентов в подсобные помещения борделей. И повсюду в темноте не умолкала жизнь. А теперь поговорим о размерах. Вы думаете, это было что-то огромное? Нет. Территория Коолуна была всего лишь 126 метров в ширину и 213 метров в длину. То есть медленным темпом вы могли пройтись вокруг всего городка за 15 минут. На этом маленьком участке земли за все года жизни жителями было построено более 400 домов. По официальной статистике их было 350, а вот по неофициальной их было 500. Я взял среднее арифметическое. Но вот разрастаться в высоту, к сожалению, было запрещено. Как бы странно это ни звучало для места, в котором совершенно нет законов. Всему виной здесь оказался уже упомянутый аэропорт Кай-Так, который к тому времени, а мы сейчас говорим где-то ближе к 90-м, так вот, к тому времени Кай-Так был уже известен как самый опасный аэропорт планеты. В одном месте самый густонаселенный дом, самый опасный аэропорт. Что там в Гонконге происходит? В общем, в чем прикол? Из-за огромных и быстро растущих домов Гонконга остался лишь один возможный посадочный путь. А чтобы попасть на эту траекторию, пилоту самолета необходимо было совершить резкий рывок в сторону на 45 градусов, чтобы не врезаться в соседние дома Гонконга, уместиться в тесное окошко между гигантскими гонконгскими небоскребами и при этом пролететь прямо над Коолуном и ничего и никого не задеть. Ну, ладно, пролететь не прямо, а рядышком, но это не сильно что-то меняло. Среди пилотов ходило поверье, что если тебя поставили на рейс в Кай-Так,
то ты достиг высочайшего уровня пилотирования. И из-за этого самолетного нюанса максимально допустимая высота в Коалуне была всего лишь 42 метра. Иначе самолеты сшибали нахер все, что было на крышах коалунских домов. Ну как сшибали, их сносило ветром. Самолеты пролетали, кстати, на высоте 150 метров от самой высокой крыши. То есть строить что-то выше просто было нереально. Но и даже 42 метров было достаточно. Это где-то приблизительно 14-этажный дом с 3-метровыми потолками. При этом во всем Коалуне было только 2 лифта. Позже построили 3-й, но это не шибко важно. Использовались они все равно не всегда и не всеми подряд, а только при самой необходимости. Если надо было что-то реально тяжелое затащить, например, какой-нибудь рабочий станок, а так в основном все ходили по лестницам ножками. Но невозможность надстраивать новые этажи коалунских жителей не смутила. Они начали, как бы это сказать, утрамбовывать то, что есть. То есть, например, более крупные квартиры они начали делить на несколько маленьких. Перемычки между строениями они использовали как маленькие спальные и жилые места. Люди жили буквально везде. Там были свои бомжи, там были свои хостелы, ночлежки. И за счет такого уплотнения города на этом клочке земли к концу 90-х годов население достигло безумной цифры в 50 тысяч человек. И хоть все это звучит нереально и в каких-то моментах ужасно, но жизнь у местных жителей была, как ни странно, вполне обычной. Триады, при том, что это по сути преступники, все же следили за порядком в городе, поэтому каких-то прям дичайших замесов в нем не происходило. Люди ютились в небольших комнатушках, кому не везло, находился в самом низу без окон и свежего воздуха, то есть ближе к центру Коалуна. Ну а кому везло, у тех было окошко, а может даже и балкончик. Частенько спальные места были и местом работы, ну типа владелец магазина в своем же магазине и спал. Воду коалунцы качали электрическими насосами из колодцев под городом. Электричество бесплатно предоставлял Гонконг, так как Британия выполняла условия договора с Китаем. А Китай уже начал воспринимать свою территорию как своеобразную месть британцам, потому что городок все-таки создавал всему Гонконгу много проблем. И со временем Коалун получил статус самого густонаселенного города мира. Его реально прозвали городом тьмы. Есть интересное сравнение по численности населения Коалуна, его все любят приводить, и я тоже скажу. Если экстраполировать население в самом пике на 1 квадратный километр, то людей бы там проживало 2 миллиона человек. Для сравнения, в Москве на 1 квадратный километр население составляет всего лишь 5000 человек. Почувствуйте разницу. Некоторые жильцы сдавали комнаты или целые квартиры в аренду. В среднем аренда, кстати, была 4,5 американских долларов. По сегодняшнему курсу это приблизительно 400 рублей в месяц. Деревянные киоски продавали дешевые запрещенные вещества. Обдолбыши приседали, чтобы вдыхать дым через трубки, держа их над нагретой фольгой. Пустые комнаты, соблазнительно именуемые диванами, были заполнены мужчинами и женщинами, все погруженными в опиумный ступор. Многие из городских крыс тоже были зависимыми, и их можно было увидеть корчащимися в мучениях в темных уголках, отчаянно нуждавшихся в дозе. Но вот я сказал, что Коалуном заправляли триады. Вообще банд было целых 5, но делили весь муравейник 2 самые ожесточенные группировки. Одна называлась 14К, вторая Суньи-Он. У второй, кстати, было и другое название – правозащитная, мирная, коммерческая и индустриальная гильдия. И это было просто каким-то гениальным и ужасным иронизированием, особенно когда профильным направлением группировки была проституция и торговля людьми. Также были банды Кинг И, Ву Шин Ву и Тай Хо Чо. Но в какой-то момент проблема Коалуна действительно стала глобальной. Преступность была запредельная. Нелегальный статус Коалуна сделал его идеальным местом для производства, продажи и использования запрещенных веществ. Как раз таких как опиум. Город, который когда-то следил и контролировал оборот опиума, сам стал эпицентром продажи в Гонконге. И пресечь всю эту деятельность было невозможно.
Точки барыг стояли буквально под домом. Любой житель Гонконга мог зайти в открытую дверь, купить все, что ему надо, и никто ничего не мог с этим сделать. Шмонять всех полиция просто чисто физически не могла. Тем более, когда точки сбыта работают 24/7. И заручившись разрешением от Китая, с 1973 года началось массовое подавление преступной деятельности внутри Коалуна. Гонконгские власти начали штурмовать городок со всех сторон. Вдумайтесь, за 10 лет они совершили на Коалун 3500 рейдов. При этом первую 1000 рейдов они совершили за первый год. За тот же первый год было арестовано более 2000 преступников, изъято тонны запрещенных веществ. Подготовка по зачистке Коалуна готовилась колоссальная. В триады внедрялись тайные агенты и несколько лет втирались в доверие. Плюс изучали все закоулки и лабиринты города, чтобы лучше понимать масштабы проблемы и число задействованных лиц. Ситуации, когда полиция Гонконга либо входила на территорию Коалуна, либо пыталась кого-то оттуда достать, либо просто проводила операции по жесткой зачистке, проводились практически каждый день на протяжении 10 лет. Конечно, преступность в Коалуне полностью не исчезла, но теперь она стала куда более скрытой и менее агрессивной. Так вот, со временем триады чуток ушли в подполье, но контролировать город властям из Гонконга все равно было максимально сложно. В него можно было попасть практически через любое окно. Оружие без проблем ходило туда-сюда, следить за каждым беженцем было нереально. А вот о том, как происходили наказания внутри города, мы уже узнать не можем. К сожалению, китайская мафия не вела никаких архивных записей, да и вряд ли там было какое-то подобие тюрем. Хотя не исключаю, но насчет тюрем я не находил информации. Поэтому с нарушителями порядка внутри такого бандитского и беззаконного города, думаю, никто не сюсюкался. Скорее всего, либо происходил самосуд, либо Челикса просто выкидывали в руки полиции, которая и так каждый день караулила город. Закона не было, о котором можно было бы говорить. Это было анархическое общество, саморегулирующееся и самоопределяющееся. Это была колония в колонии, это был город в городе. Крошечный участок территории, одновременно оспариваемый и заброшенный. Он был известен как город-крепость Коалун, но местные жители называли его по-другому. Хак-Нам, город тьмы. Теперь чуть-чуть поподробнее поговорим о том, как выглядел Коалун изнутри и что там вообще делали. На самый густонаселенный город на земле был только один почтальон, и представьте, насколько ему было трудно ориентироваться. 8500 помещений, 10500 домохозяйств. Без подготовки или гида ориентироваться там было просто нереально. Я боюсь представить, как бы выглядел этот почтальон. Если ты приезжал в город, значит осознанно отказывался от дневного света. Внутри города было сотни переулков. Одни маршруты проходили под зданиями, другие туннели проходили через здания и были завалены мусором. Естественно, это были очень узкие коридорчики с минимальным количеством освещения. Из-за хаотичной постройки улочки могли проходить где угодно и как угодно. Иногда в ширину они достигали 70 сантиметров. Тут даже не знали такое словосочетание, как строительные нормы. Все строилось кривость-накось в лучших традициях самого китайского Китая. Лестницы, проходы, десятки развилок и куча дверей. То есть Коалун внутри был настоящим лабиринтом для нешарящего человека. Организованная преступность, возможно, и доминировала в большей части Коалуна, но она не определяла город. Предприниматели, привлеченные низкой арендной платой, предлагаемой частными землевладельцами, увидели уникальную возможность. Были основаны сотни фабрик на производственных линиях, в которых работали целые семьи. Условия часто были ужасающими, но производительность и прибыль замечательными. При этом, хоть я очень, конечно, красиво все описал с водой и электричеством, но гонконгские власти наотрез отказывались проводить трубопровод в дома. Максимум, что они сделали, так это по периметру настроили городских колонок вокруг Коалуна, поэтому воды в домах у большинства не было. И вообще чистую питьевую воду коалунцы практически не видели, а вот грязную воду
получали. Ну, например, на территории всего Коолуна было по разным подсчетам от 7 до 15 колодцев в разных уголках города. Некоторые из них работали постоянно, поэтому прийти, постирать или помыть посуду можно было прямо там. Некоторые включали только пару раз в сутки и набирали резервуары, которые располагались высоко, практически на крышах. А из этих резервуаров уже люди ведрами разносили воду к себе домой. Ну, например, чтобы смыть туалет или банально ополоснуться. На самой заре Коолуна, когда триады сильно давили население, они держали колодцы с водой и занимались ее продажей. После полицейских рейдов 70-х воду жители начали получать бесплатно. Но вообще всегда можно было купить чистую воду в магазинах. В свою же очередь, некоторые, самые уж, я не знаю, умные, хитрые или влиятельные, могли подключить себе водопровод. Много у кого он был, но был лишь не у всех. Системы труб с подачей воды прокладывали сами жильцы, подключаясь к резервуарам, которые устанавливали на крышах, и трубы эти были абсолютно разного качества. Кто-то находил ржавые трубы с гонконгских помоек, кто-то мог себе позволить купить новые, кто-то воровал трубы с соседних улиц. Все было на соплях и на отъебись. И конечно, в таких условиях водопроводные трубы и электрические провода свисали везде. Единственное, что их все-таки старались не располагать вместе. Электрические провода зачастую прокладывались вне квартир, чтобы избежать замыкания и возгорания. А вот с водой было сложнее. Конечно же, везде происходили протечки. Вода могла где-то на кого-то капать с потолка или постоянно скапливалась под ногами. Везде была сырость и плесень, и все это настаивалось десятилетиями. Повторюсь, ни солнечного света, ни свежего воздуха там не было. Тысячи металлических и пластиковых водопроводных труб тянулись вдоль и поперек стены потолков. Большая часть из них протекала и была покрыта коррозией. Только шапочка или зонтик могли спасти от неумолимых капель, падающих в переулках. Конечно, вся вода в Коолуне, не считая вот этих вот покупных бутылок, была самая чистейшая и излечивала любые болезни. Поэтому жители Коолуна были долгожителями, и самый старый из них был 200-летний качок-кунг-фуист. Это была самая грязнейшая вода. Мне кажется, попив такую водицу, можно было словить паралич, потерять память или нырнуть в другую вселенную. Какие антисверхспособности открывала эта жидкость, я боюсь представить. А вот какой-то информации о стояках и канализации я не нашел. Значит, единая система слива была, а значит, с туалетом проблем не было. А может и были, а я не знаю. Но этот вопрос вроде бы нигде не освещался. По мере того, как в Гонконге росли современные высотные здания, строители Коолуна копировали то, что видели, возводя собственные многоэтажные дома. Тонкие колонны, установленные на фундаментах, часто состоящих из тонких слоев бетона, залитых в неглубокие траншеи, начали простираться ввысь. При отсутствии необходимости в разрешении на строительство сооружения возводились с поразительной скоростью. Условия жизни внутри квартир были также адско сложными. Никакой тебе вентиляции внутри. В каждой квартире было дико тесно. Крысы, антисанитария, всевозможные болезни и вирусы. Ну буквально ад. Из-за отсутствующего кислорода вместо дверей и окон частенько устанавливали решетки. Площадь квартир начиналась от обычного спального места до нормальных таких хором, аж до 20 квадратных метров. А вот за пожарной безопасностью жители следили очень усердно. Во-первых, конечно же, в такой плотной постройке, если возникает возгорание, то потушить муравейник будет очень сложно. Сгорит все как огромная спичка. Во-вторых, такой инцидент уже был, и пожар был колоссально огромным. В 1950-м буквально половина жителей Коолуна осталась без жилья. А сколько сотен людей пропали без вести, так вообще остается только гадать. Но, как вы понимаете, Коолун в 50-х и Коолун в 90-х — это два кардинально разных города. В 50-х там проживало всего лишь 5000 человек. Хоть как-то загореться Коолуну в 90-х было категорически нельзя. Но если вы до этого стояли, то теперь присядьте. Мы погрузимся в мир быта людей. По работе. Ну, если не рассматривать нелегальщину, за которую и так все понятно, было прилично заводов, сотни разных мини-фабрик, врачебных кабинетов. Производили все, от рыбных шариков до мечей для гольфа. Была своя пищевая промышленность, люди делали кожу, мех,
Фактически это был город в городе, во многом способный существовать автономно, где занимались созданием всякой продукции. Кто-то делал посуду, кто-то вышивал, были обувные мастерские, кто-то лепил глиняные фигурки, кто-то делал мягкие игрушки, и частенько одним направлением занимался один человек. Вот, например, добросовестный работающий житель. У него своя блинная, он печет блины каждый день. Действие его уже на полном автоматизме. Работает буквально как робот и выполняет сразу все функции бухгалтера, рабочего, продавца, маркетолога. То есть, если ты занимался бизнесом в Коолуне, то ты был очень смышленый и ответственный мастер. Да и, как я уже говорил, производство и жилплощадь были зачастую одним и тем же местом, где человек спал, ел, работал, срал, продавал, отдыхал и так по кругу. Ну а цены были доступными для всех. Например, те же врачебные услуги стоили в 2-3 раза дешевле, а врачи, как бы странно это ни звучало, всегда были добросовестные и качественно выполняли свою работу, даже с учетом сложных антисанитарных условий. Поэтому клиентов всегда было много, ведь коолунскими услугами пользовался, если не весь, то половина Гонконга, и денег на жизнь всем работающим внутри города хватало с головой, чтобы обеспечить и себя, и свои семьи. Ну ладно, с головой сильно сказано, они хорошенечко выживали. И получается, даже с учетом всех этих условий, люди там жили, несмотря на весь, на первый взгляд, трэш. У всех жителей был просто запредельный уровень общности. Все держались вместе, помогали друг другу, выручали и не оставляли никого из своих в беде. В городе формировался своеобразный менталитет, совмещающий в себе человеческие ценности, китайскую культуру и преодоление сверхсложных задач. То есть люди работали сообща, каждый в силу своих возможностей выручал ближнего своего. И из-за этого весь Коолун казался не просто городом, а по-настоящему единым живым организмом. Магазины и продуктовые лавки всегда были выстроены вдоль главных улиц. Любители приключений без проблем могли найти собачье и змеиное мясо, которые были фирменными блюдами города. А светящиеся вывески всюду подсвечивали нелицензированных врачей и стоматологов, рекламируя их услуги. Коолун создавал торчков. Но также, вы не поверите, в одном лабиринте были и те, кто излечивал этих самых зависимых. Вот эта женщина занималась лечением зависимости у тех, кто к ней приходил сам. Что здесь самое необычное, с триадами у нее был договор. Вы калечите, я лечу. И все уживались, по сути, в одном месте. Прям как инь и янь. Или вот эти ребята, у них был свой цех по производству лапши. Лапши, Карл! В помещении без вентиляции, в сырости и плесени, с тараканами, грызунами. Надеюсь, дошек делают у нас не в таких же условиях. Но эту лапшу ресторанчики Гонконга покупали, и прибыль город-крепость приносил колоссальную. За жилье не платишь, за аренду может быть прям совсем чуть-чуть, если помещение не твое и принадлежит какому-нибудь челу. Не заплатишь, он тебя зарубит. Никаких налогов нет, никаких проверок санэпидемстанций нет. Работаешь ты либо один, либо всей семьей. Заказы из ресторанов и магазинов Гонконга всегда есть. Те же, только рады закупать товары в несколько раз дешевле. Это же буквально вин-вин. Это естественно неправильно, я не хотел бы есть оверпрайснутый дошик оттуда, но ведь если капиталист может сэкономить... Или вот, волонтеры открыли детский садик, потому что детей где-то надо оставлять, пока родители работают. Да и обучать их социализации и каким-то жизненным основам кто-то должен. Ну и еще пару примеров с работой. К примеру, если вдруг в городе появлялся кабинет, где врач недобросовестно или некачественно выполнял свою работу, то долго он там не задерживался. К нему либо приходили триады, либо его же соседи выкидывали к полицейским Гонконга. Или они пили с ним чай. Я не знаю, что они могли с ним сделать. Если происходил какой-то лютый замес, то все через друг друга получали свежие новости, решали конфликты коллективно, и люди внутри Коолуна держались друг друга так же крепко и близко, как сам город. При этом инфраструктура города развивалась отлично. Пекарни, бары, цеха, заводики, врачи всех сфер, притоны, часовня, школы, проститутошные, тайские массажи, детские сады, фастфудные. Кто-то в интернете сказал, что там был даже дом для престарелых. Я лично его не увидел на каких-то архивных записях, но учтем, по большей части было все, что ты только захочешь, кроме свежего воздуха. А дышать им хотелось.
Поэтому жители выходили на крыши. Именно на крышах велась вся активная жизнь города. Там были детские площадки, тусовки, развлекалово и отдых от тяжелого рабочего дня. А пролетающие мимо самолеты обдували свежайшим ветрищей. Просто почувствуйте это странное ощущение. Маленький городок, в котором, как нам кажется, выживать невозможно. Плохая вода, отсутствие солнечного света, грязный воздух, грызуны, болезни. Туда по большей части съезжались только беженцы, преступники, торчки, бандиты. Такой город должен рано или поздно сам себя уничтожить. Он просто не может быть реальным. Но на протяжении всего своего существования Коалун увеличивал людей внутри себя. Люди не просто там выживали, они умудрялись строить семьи, строить бизнесы, развивать свой быт, развивать ремесло, поддерживать какой-никакой порядок, и от года к году их становилось все больше. Город, в котором не было законов, в котором была ограничена жилплощадь, но в котором была безграничная свобода. Это очень странная форма контролируемого хаоса, и мне в это очень сложно поверить. А почему же киберпанк должен быть благодарен этому городу? Во-первых, это буквально киберпанк. Ужасный уровень жизни, удивительно высокий уровень технологий на те года. У людей отсутствует солнечный свет, но есть телефоны, телевизоры, радио и рабочие станки всех мастей. Одна жительница говорила, что для того, чтобы узнать погоду, звонила подруге. Город является автономно существующим биоорганизмом, меняющимся, строящимся и растущим. Его внешний вид даже нет смысла обсуждать, вы и так уже видели в нем кучу референсов. А когда я узнал, что именно Коалун стал источником вдохновения для Уильяма Гибсона и его нейроманта, у меня все встало на свои места. Гибсон буквально списал с Коалуна видение будущего, а дальше все полетело как по цепочке. Мамору Осии для изображения города в «Призраке в доспехах» восхищался Гонконгом и Коалуном в частности. Весь японский киберпанк 80-х, который снимали в Японии. Узкие улочки, умопомрачительная теснота, татуированные бандиты, темнота и неоновые вывески, свисающие трубы и провода, отсутствие дня как такового. Все эти образы были переняты из реально существовавшего города. Влияние этого места на книги, кино, музыку, игры очевидно. Я вот включаю игру, вижу Коалун. Смотрю аниме, вижу Коалун. Включаю кровавый спорт с Ван Даммом, вижу Коалун буквально. И раз мне пришлось затронуть кино, в фильме «Братья из города-крепости» 1982 действие происходит в городе-крепости Коалуне. В боевике «Длинная рука закона» 84-го город служит убежищем для персонажей. Кровавый спорт я уже упомянул, но добавлю, что там город служит местом проведения турнира по боевым искусствам. Также в фильме «Барака» 92-го есть несколько детальных кадров города до его сноса. И самое главное, что я скрывал все это время, в этом городе вырос Джеки Чан. Я пошутил, не хватайтесь за сердце. Если бы увидеть ваше лицо в этот момент. Но Джеки Чан здесь будет. Очень много кадров мелькает в фильме «Криминальная история 93-го». Как раз с Джеки Чаном в главной роли. И чем фильм интересен, так это тем, что снимался он уже тогда, когда Коалун был заброшен. Точнее, из него всех выселили в 91 году, и в фильме показаны сцены реальных взрывов зданий в Коалуне. Поэтому, если вдруг будете смотреть, это не декорация, это реально взрывается Коалун. Окруженный стеной район в «Бэтмене. Начало» 2005-го был вдохновлен Коалуном. В гонконгском фильме ужасов 2006 года «Recycle» показана ветхая, кошмарная версия города-крепости с запертыми, измученными душами людей. Действие фильма «Кулак в четырех стенах» 2016 происходит в охваченном триадой городе-крепости в начале 60-х годов.
Гонконгский криминальный боевик 24 года «Сумерки воинов замурованные» изначально вообще должен был называться Коалун. Город-крепость, но почему-то в последний момент переименовали. Так вот, действие там буквально происходит в Коалуне образца 80-х. Ну и мною любимый фильм «Разборки в стиле кунг-фу». Ну а как такового Коалуна там нет, но очевидно, что на него идет весь омаж в фильме. Кто не смотрел, советую, фильм реально топ. Затронем аниме и мангу. В моем уже любимом Crying Freeman в аниме жена главного героя отправляется в город-крепость, чтобы овладеть искусством фехтования и управлять проклятым мечом. В манге я этот фрагмент не нашел, потому что долго искать, но и в аниме на это прикольно глянуть. Правда, слишком стерильно все показано. Манга Blood Plus Kowloon Knights использует город-крепость в качестве места для серии убийств. В третьем и четвертом эпизоде аниме Street Fighter 2.5, не знаю, правильно я произнес или нет, события происходят в городе-крепости Коалун, изображенном как темная и беззаконная область, где Рю, Кен и Чун Ли вынуждены бороться за свои жизни на каждом шагу, а в конце их спасла полиция, как только они достигли пределов города-крепости. В манге «Обычный роман в Коалуне» действия происходят прямо в Коалуне, и нарисован он так приятно, хотя и слишком романтизирован. Но в целом через мангу можно узнать быт и чем жили люди в то время. Кю Хаясида срисовала свой город-дыру в Дорохидора буквально с Коалуна. Дыра — это один в один Коалун. Ну и конечно же очевидно, что Мамору Осии использовал Гонконг как основную модель города для своей визуализации призраков в доспехах. Одним из основных районов, конечно же, был Коалун. Это вроде прям самые заметные тайтлы, которые использовали или вдохновлялись внешним видом Коалуна. Думаю, если копаться глубже, то можно найти еще кучу интересного, но я этого делать не стал, так как и так уже душноватенько. А что у нас по компьютерным играм? Город-крепость Коалун изображен в нескольких играх. Первое — это Kowloon's Gate. Странный квест-бродилка, где очень антуражно показан сам Коалун. Даже какой-то чувак крипово свисает на проводах. Да и есть там пара интересных образов. Чуть-чуть так пованивает Silent Hill'ом. В Shenmue 2 буквально построен Коалун, только такого раннего образца, года где-то 70-го. В игре Stranglehold представлена версия города-крепости, заполненная сотнями членов триады. Также в играх Fear Effect и Fear Effect 2 фотографии города-крепости, как говорят разработчики, использовались в качестве вдохновения для настроений, углов камеры и освещения. Концепт-арт для Guild Wars Faction изображает массивное, плотно упакованное сооружение, вдохновленное городом-крепостью. В Shadowrun Гонконг представлена охваченная преступностью перестроенная версия города-крепости, действия которой происходят в 2056 году. Город-крепость также присутствует в колде Black Ops 2010. Ну и самое очевидное, что окружающая среда видеоигры Stray 22 года также находится под влиянием города-крепости. И последняя на сегодняшний день игра, которую я упустил, поэтому дозаписываю все в другой день, Welcome to Kowloon, или Добро пожаловать в Коулун. Ну и что тут добавить? Это хоррор с очень хорошими оценками и отзывами. Давайте так, если один человек подпишется на мой Twitch, то я ее постримлю. Забились. С играми тоже вроде все, ну и ради упоминания я бы сюда для кучи запихал Мир Ули из Вахи и Гига Хрущевку, хотя я их уже упоминал в самом начале. Да и вообще взгляните на него. В момент просмотра, я уверен, вы и так увидели кучу произведений, которые как будто оттуда и были срисованы. И думаю, клаустрофобные мысли у каждого из вас при просмотре появились. Лично вот мне неуютно лишь от одной мысли, что такое место существовало в реальности. А чтобы прожить там еще всю жизнь, я бы, пожалуй, отказался. Но со мной бы не согласились люди, которые там жили. Дело в том, что пока я искал информацию, постоянно натыкался на цитаты тех, кто там жил и работал. И все они очень тепло вспоминали Коалун. При всем при том, что вроде бы место это кажется нам, людям далеким, тюрьмой. Для них же Коалун — это нечто большее, чем просто застроенный дом. Давайте рассмотрим его самоорганизацию.
Почему люди в нем считали это грязное темное место нечто большим? Давайте взглянем на наш типичный склад мышления. Вот, например, житель обычного города, выходя из квартиры, совершает одну и ту же последовательность действий. Мы выходим из дома, топаем, скорее всего, по одному и тому же маршруту, до работы или до учебы, запоминая один и тот же маршрут, изучая его окружение, а дальше существуем на автоматизме. Например, я иду в магазин по своему банальному единственному пути, и обычно на нем ничего кардинально разного не происходит. Мои дорожки по разным точкам города максимально просты и прямолинейны, точно так же, как и у всех жильцов моего дома и даже соседних домов. У нас плюс-минус все одинаковое, и наше коллективное мнение о районе тоже совокупно плюс-минус одинаковое. Каких-то глобальных изменений мы не наблюдаем. Пятерочка раз в 5 лет переедет из одного дома в соседний. Это сильно не изменит однообразность. В Коолуне же все было в точности наоборот. Во-первых, все жили на разных уровнях. Везде были десятки развязок и тоннелей. И добраться из одного места в другое каждый житель мог индивидуально, так как ему нравится больше. Например, кто-то мог сразу спускаться и идти по нижним этажам. Кто-то более прыткий мог пройтись по крышам и потом спуститься в нужное место. Кто-то любил пройти через своих корешей или знакомых. И у каждого маршрут в одно и то же место был супер разный и уникальный. И ладно, вроде бы ты мог запомнить и привыкнуть даже к такому, но Коолун был живой. Цеха, магазины, даже сами жильцы постоянно перемещались и переезжали. Происходила постоянная динамика. Сегодня ты шел мимо квартирки какого-нибудь деда, а завтра он умер, и туда уже съехали ребята, делающие суши. Послезавтра бизнес не попер, сушисты съехали, и там уже новый сосед. И такая динамика происходила каждый день по всему городу, по каждому из маршрутов. Кто-то кому-то сдавал жилье, кто-то продавал свои точки соседнему магазину для расширения, кто-то делал ремонт, у кого-то ломалась лестница и он ставил новую. Вариаций было тысячи. Также и бизнесы подстраивались под потоки людей. Например, главная лицевая улица Коолуна была самая востребованная. Там висели все рекламные баннеры тех самых стоматологов и врачей, чтобы зазывать гонконгских жителей. Там были самые топовые магазинчики и товары для внешних продаж, типа фрукты, овощи, мясо. И на главных улицах обычно все было более или менее статично и понятно. В то же время внутри города происходила постоянная метаморфоза. Магазинчики первой необходимости всегда находились на самых часто проходных точках. Цеха и заводы образовывались там, где проще всего выйти в Гонконг, чтобы не носить далеко товар. А развлекательные заведения, типа стрипухи и игровых автоматов, находились в самом сердце строения, чтобы люди сверху и снизу могли быстро туда попасть. Причем даже само их расположение было так устроено, чтобы повышать собственную воронку продаж. Логично, что стриптиз должен быть рядом с игровыми автоматами, поэтому они находились буквально в соседних помещениях, а выход к ним был прямо через весь зал стриптиза или наоборот. Точки притонов были спокойными и тихими, где играл человый музон, а время, когда в детском саду дети ложились спать, вокруг все на часик либо брали перерыв, либо значительно тише работали, потому что знали, что детям нужно поспать. И по такой логике формировался весь Коолун. Церквушку сделали поближе к центру, так как там был выход на улицу и можно было подышать свежим воздухом, если не хочется или тяжело подниматься на крышу. Детские садики образовывались там, где было больше всего детей. По каждому из строений выбирали смотрящего, который просто следил за порядком, а даже местные банды образовывали группы и занимались выносом мусора, чтобы ничего не мешало ведению их бизнеса. При этом все всех знали и постоянно были в потоке новых изменений внутри города. Вот есть сосед, у которого был водопровод. Он без проблем выделял время для того, чтобы помочь окружающим жильцам набрать воды. Или если у кого-то отрубало электричество из-за старой проводки, то можно было без проблем подрубиться к соседской розетке, пока не починишь свою. Таким образом, структура сама себя организовывала, а отсюда и была сплоченность. Если кто-то своим хламом закупоривал проход, такого быстро ставили на место мимо проходящие жильцы или работники. Все со всеми договаривались и находили выход из сложной ситуации. У людей просто не было ни времени, ни возможности обижаться или срать друг другу под дверь.
А то сядешь такой посрать, а тебе уже и говно на голову положили, и подзатыльник дали. В таком активном трудовом бурлении люди и находили кайф. Все, кто был в Коолуне, говорят о нем одно. Это было ужасное, но при этом удивительное место, которое все-таки оставляло очень положительные эмоции при всей своей действительно суровой жизни. И хоть в Коолуне были очень маленькие квартирки, но жильцы не считали их своим домом. Весь Коолун для них был домом. Как вы поняли, Коолуна сегодня в том виде, в котором он был, не существует. Но и снести его была задачка не из легких. Китайцы оказались хитры. Помните, я говорил, что Китай использовал город как своеобразный способ отомстить Британии? Так вот, чем ближе наступал срок окончания аренды длиной в 99 лет, тем сильнее вопрос Коолуна поднимался на обсуждениях. Дело в том, что Китай долго не давал согласия на то, чтобы Британия сделала его частью Гонконга. Но когда срок 99-летней аренды начинал подходить к концу, Китай решил, что эту проблему пусть решают бриташки и сносят это недоразумение сами. Но с двумя условиями. Территория крепости должна быть сдана в первоначальном виде, а жителей не выкидывать из китайской хрущевки на улице, а либо дать им жилье, либо компенсировать вопрос финансово. Именно это, уже изрядно попившее кровь бремя, и осело на плечи британцев. Ну, точнее на плечи гонконгцев, но мы-то с вами понимаем, кто несет главную финансовую потерю. Наблюдая за этой картиной, планы о сносе держались в строжайшей тайне. Потому что компенсация была ключевым элементом процесса выселения. А народец ведь хитрый, и чуть что начнет просто шпротами класться в Коолун, лишь бы получить долю государственных шекелей. За городом на протяжении полугода была организована массовая скрытая слежка. Каждого жителя держали под наблюдением, высматривали, высчитывали, связывались с смотрящими по домам, собирали доказательную базу о реальной цифре населения. И как только в 1987 году первый раз власти Гонконга заикнулись о том, что город Коолун подлежит сносу, то туда хлынул поток людей еще сильнее. Кто-то хотел халявных денег, кто-то не хотел, чтобы Коолун сносили. И для понимания, в 1987 году приблизительное население города составляло 33 тысячи человек. За 4 года, к 91-му, цифра выросла до фантастических 50. Но уже было поздняк метаться. Гонконгские власти посчитали все на момент 1987 года. Жителей зафиксировано было 33 тысячи, и именно эти списки людей подлежали компенсации. Долгие годы шли разбирательства, выплаты, переселение жильцов. Естественно, выплат многим не хватило на то, чтобы купить жилье взамен Коолуна. Точную цифру я так и не нашел, везде показатели разнятся, поэтому придумайте себе цифру выплат сами. И напишите в комментариях, кстати, мне интересно. А также, естественно, многие, очень многие были против сноса и отказывались покидать свои дома. Таких уже приходилось вводить силой, другого выхода уже не было. И 2 июля 1992 года в город вошла полиция по борьбе с беспорядками и выгнала последних оставшихся жителей. Был возведен высокий проволочный забор, чтобы оцепить весь участок. Почти, кстати, точь-в-точь следуя линии, когда-то обозначенной первоначальной гранитной стеной города. 3 марта 1993-го был произведен первый символичный удар в стену 8-этажного дома на краю города-крепости. Это был одинокий церемониальный удар. Настоящая работа по сносу Коолуна аккуратно по частям началась только несколько недель спустя. Этот момент приветствовала толпа приглашенных гостей и высокопоставленных лиц, а также, с другой стороны, на это смотрели и гневно кричали бывшие жители, которые собрались на последний бесполезный протест. Коолун сносили на протяжении целого года, превращая остатки в пыль. Город был снесен подчистую. Почти подчистую. Здесь есть несколько интересных деталей. После расчистки обломков современного города были обнаружены фрагменты первоначального города. Там были 2 гранитные плиты, на каждой из которых были написаны китайские иероглифы. На одной красовалась надпись «Южные ворота», а на другой «Город-крепость Коолуна». Также под обломками нашли 3 железные пушки, которые когда-то стояли на городском валу.
А в центре Каолуна так и осталось стоять одинокое здание. Единственное сооружение, которое сохранилось на протяжении всей его бурной истории. Это была резиденция Мандарина. Если что, Мандарин — это чиновник феодального Китая. Так вот, это здание было построено в 1847 году и осталось нетронутым даже во время самого жесткого утрамбовывания Каолуна. Если взглянуть на город сверху, вы увидите в центре относительно пустую площадь. Это как раз-таки то место, где и находилось административное здание. Почему застроек не происходило над этим зданием, я, если честно, не знаю. Могу лишь предполагать, что это из-за какого-то глубинного уважения, ведь именно в это здание после войны начали заселяться китайские беженцы. Оно дало им крышу над головой в трудные времена и, по сути, было их единственным спасением, и этот мощный импульс укрепился даже у будущих жильцов. Про Каолун два фотографа написали книгу «Город мрака. Жизнь в Каолуне». Каолун часто упоминают в разных книгах по архитектуре, ну а на месте некогда громадного живого города, суперчеловейника, теперь стоит парк. Жители называют его одним из самых приятных мест в Гонконге. О том, как выглядело это место раньше, в Kowloon Wallet City Park напоминает только установленный здесь макет города. Каолунская крепость, девятка драконов, несмотря на свои ужасные условия, оставила значительный след в истории не только Гонконга, но, как мы видим, и всего мира. Добавлю пару слов от себя. Как вы уже поняли, лично я оказался под огромным впечатлением от Каолуна. И каким-то фантастическим образом это историческое событие просто прошло мимо меня. Может быть, выпустив это видео, все скажут: «Ну ты отсталый, я знал об этом, как только открыл первый раз в жизни браузер». Но я правда даже не подозревал о существовании такого явления. Ну и давайте я в кучку подытожу свою мысль. Вот вроде бы сказал, что там все было плохо. Вроде бы сказал, что там было все хорошо и все жили дружно. В этом вопросе какой-то одной точки зрения нет. Среди тех, кто скучает по Каолуну, были и наркоманы с бандитами, которым теперь надо жить по закону, и старики, которым нечего вспоминать и они хотят умереть, и обычный рабочий класс, которому теперь надо строить бизнес по-белому. То есть, возможно, они скучают не по мокрым улочкам и свисающим ржавым проводам, а по той бесконтрольной свободе действий и супердешевой жизни, которая у них была. При этом не стоит забывать, что в Каолуне была и детская проституция, и продажа органов, и лютые замесы с смертельными исходами в разные периоды. Там был весь трешак, который можно представить. И если бы не было удачных попыток хоть как-то контролировать это место, то, возможно, Каолун и не просуществовал бы так долго. Ну, например, не было бы самолетиков рядом. И они бы строились вверх до тех пор, пока нижние этажи с людьми просто не сдавило бы. Или вот не было бы зачистки триад. То рэкет и насилие, скорее всего, выдавило бы оттуда обычных мирных людей. И опять же, хоть Каолун и считается автономным, но вода и электричество там были казенные. И про Каолун могу лишь сказать, что это было самое черное место, в котором были белые пятна. А вокруг было самое белое место, в котором были черные пятна. То есть инь и янь. Наверное, как-то так и должна выглядеть гармония. Надеюсь, вам всем понравилось. Если зашел такой культурный формат, то напишите, стоит ли мне продолжать. И спасибо за просмотр, а также спасибо этому почтальону. Если бы не он, то у нас не было бы контента. Кстати, здесь какие-то еще фотки. Сейчас. Идет на район, как герой без страха, в город крепость Каолун, где шумно, суматоха, 50 тысяч писем, как бомба на плечах. Но не сломит его вес, не сбавит он шаг. Каждое письмо — это крик из глубины, любовью, слезы, мечты и мечты. На улицах узких, где свет дневной не виден, он как тень оставляет всем письма. Каолун крепостной, как лабиринт, здесь каждый угол загадка, каждый дом спринт. Но наш герой знает путь, как свои 5 пальцев. Каждое письмо найдет дом, не забудет адрес, ритм города, его бит. Почтальон на ходу, его миссия святая, на пути всегда сквозь толпу и через шум. Он словно ангел, не сдастся никогда. Старый дом и квартал,
каждая дверь и окно. Он знает их все, он знает давно. Почтальон дает надежду, приносит привет. В городе хаоса он порядок, он свет. Люди ждут его шаги, как свет в темноте. Письмо от любимого, как солнце в окне. И даже если усталость сбивает с пути, только почтальон не может уйти. Так что знай, что в городе крепость, где каждый угол словно квест. Есть герой, что идет на свет, почтальон, что всегда несет ответ. Старый дом и квартал, каждая дверь и окно. Он знает их все, он знает давно. Почтальон дает надежду и приносит привет. В городе хаоса он порядок, он свет. Действительно удачно.